Знаете ли вы, сколько сейчас в России зарабатывает обычный врач? Давайте даже сузим. Сколько зарабатывает, например, эндокринолог? Понятно, что в деньгах они вряд ли купаются, и новости о тусовках российских эндокринологов на яхте в Монако светскую хронику тоже не будоражат. Но все же, о каких суммах речь? Вот эндокринолог из села Красный Яр может рассчитывать максимум на 25 250 рублей в месяц. Это, правда, до вычета налогов. После них остается меньше 22 тысяч. У его коллеги из Алтайского края дела чуть получше. Он может получать от 27 тысяч рублей до налогов. Но тоже не разгуляешься особо. Как и не разгуляется эндокринолог Омской областной клинической больницы с зарплатой от 23 до 32 тысяч рублей. Короче говоря, несмотря на всю сложность и важность профессии, после четверти века правления Владимира Путина денег нормальных там так платить и не начали. Но бывают все-таки исключения. Несколько лет назад в интернете опубликовали скриншоты из чата выпускников факультета фундаментальной медицины МГУ. Ничего, казалось бы, особенного. Делятся люди новостями из своей жизни, обсуждают науку, новости, политику. В общем, обычная история. Так было, пока в чате не появилась выпускница этого факультета, эндокринолог Мария В. И с тех пор размеренная врачебная рутина периодически начала разбавляться ее рассказами о страсти к автомобилям, о весело расхераченном ею о бетон Порше, о том, как Мария В. старается побольше путешествовать, о Западе, коварно мешающем сделать Россию процветающей, о технологиях управления массовым сознанием. Мария В. вообще увлекается политикой, судя по всему. И язык у нее, знаете, такой знакомый. Пишет про то, как хрюкнула НАТО. Зря вы хрюкаете. Про то, как можно цап-царапнуть какую-то территорию. А потом и у них цап-царап. А живут в России, по мнению Марии, в исключительном достатке. Уже в середине 2000-х средняя семья, оказывается, могла себе позволить иметь по 1-2 машины. И санкции России не то чтобы мешают, они ей на пользу. Ведь у нас есть теперь своя моцарелла. А разве можно было такое представить в 90-е? С Марией в чате особо не спорят. Возвращать ее в суровую действительность, где ее коллега-эндокринолог получает по 20-30 тысяч в месяц, собеседники почему-то опасаются. Да потому что знают, все в чате знают, что с ними разговаривает не просто Мария В., а Мария Владимировна Воронцова, старшая дочь президента Владимира Путина. Одна из знаменитых этих женщин. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. 2024 объявлен годом семьи. В честь объявленного Путиным года семьи предлагаю про его собственную семью же и поговорить. Мне кажется, это было бы очень интересно узнать. А то, согласитесь, ситуация вопиющая. Он же публичный политик, он на выборы идет. Про его семью официально вообще ничего не известно при этом. Вот недавно избранный президент Черногории, вот он показывает в Инстаграме, как нарядил елку вместе с детьми. Вот дети Эрдогана. Вот дети премьера Великобритании Риши Сунака. Я их всех нагуглил за секунду. А Путин 24 года у власти, но ближайших родственников своих не показывал никому, он их скрывает. Одно несчастное семейное фото с дочерью можно найти в интернете. И это, кстати, не его дочь. К сожалению. Зато на федеральных каналах, постоянно не объясняя ничего, нам показывают некую Марию Воронцову. Совершенно непонятно. Впервые никому неизвестного детского эндокринолога Марию Воронцову показали аж в 2018 году, когда она ездила на конференцию в Грецию. В Греции прошла международная конференция детских эндокринологов. Мы обязаны делиться опытом друг с другом, обязаны делиться результатами наших исследований. Это достояние всего мира. Показывали, как она в 2019 году выступала на конференции «Путь к успеху», как ездила на конференцию в Австрию. Выступала она на конференции в МГУ, тоже показывали по телевизору. И с тех пор количество ее выступлений на ТВ с каждым годом растет угрожающими темпами. Молодая девушка, врач-эндокринолог, уже просто не вылезает из телевизора. Но почему-то там никогда не говорят, кто она на самом деле. И это правильно. В общем, давайте разбираться, чем занимается и сколько зарабатывает старшая дочь Владимира Путина. Не буду больше тянуть, я знаю, вам жутко любопытно. Дочь Путина, Мария Воронцова, официально работает в Московском государственном университете на родном факультете фундаментальной медицины. И не так давно она получала там 110 тысяч рублей в месяц. Что-то пока, конечно, путинскими миллиардами тут и не пахнет. Ну ладно, еще 35 тысяч она получает в Российской ассоциации эндокринологов.
Маловато, но еще 48 есть. Она получает их в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава. Но это все еще мало для путинских стандартов, хотя это вообще-то уже в 4 раза больше средней зарплаты врача в России. Все понятно. Любой врач скажет вам, что на одну зарплату, тем более если ты молодой специалист, выжить просто невозможно. У них постоянно какие-то подработки. Кто-то берет дежурство, кто-то дополнительные ставки, кто-то подрабатывает в частных клиниках. По-другому никак не получится. Такова жизнь молодого врача, в общем-то. Надо крутиться. Вот и Мария наша крутится. В 2019 году Мария Воронцова стала бизнес-леди. Она учредила компанию «Намека», это расшифровывается как «Новая медицинская компания», и стала носить гордое звание член совета директоров. Я признаюсь честно, я долго пытался разобраться, чем они на самом деле занимаются. Вот приходят в офис и что делают? Полез на сайт, а там указано цели компании. Они занимаются созданием интерфейса взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями. Занимаются развитием новых методов диагностики в области ядерной медицины, внедрением передовых технологий, созданием современной системы обучения врачей, созданием IT-платформ тоже занимаются. В общем, звучит впечатляюще. Думаю, будет какой-то прорыв. Только вот странновато, что реализуют они эти грандиозные проекты силами всего 5 сотрудников. До войны, кстати, было 6, видимо, одного призвали. А новости компании вместо чего-то по делу выглядят просто буквально как какой-то бесконечный праздник. То День Победы, то День России, то 8 марта, 23 февраля, Рождество, День медработника и снова по кругу День России, День Победы, 8 марта, 23 февраля. Но вы не переживайте. Даже 5 человек, один из которых очевидно отвечает за ведение праздничного календаря, их вполне достаточно для реализации главного проекта компании, который почему-то на сайте не описан. Этот проект – это перекачивание денег в карман дочери Путина, Марии Воронцовой. Для реализации данной программы краеугольным камнем является подготовка нужных кадров. В 2020 году, вскоре после учреждения, выручка Намека составила почти 1 миллиард рублей. 840 миллионов, если точно. Им абсолютно точно стоило дать звание бизнесменов года, потому что большая часть этого, 600 миллионов, это чистая прибыль, то есть маржинальность 70%. Вот кто должен стать главным бизнес-коучем страны. А 232 миллиона из этой чистой прибыли выплатили акционеру Марии Воронцовой в виде дивидендов. И вознаградили ее за такую эффективную работу еще и зарплатой. Детский эндокринолог Мария Воронцова получает в Намека еще около 700 тысяч рублей в месяц. Да. В 2021 году чистая прибыль Намека еще больше – 810 миллионов. В 2022 – 855. Здесь уже мы утверждать точно не можем, свежих данных пока нет, но если дивиденды выплачивались так же, как в 2020, то всего нашей бизнес-леди досталось 910 миллионов дивидендами и 33 миллиона зарплатой. Итого 944 миллиона рублей. Меньше, наверное, чем мы надеялись. Вот я бы так, наверное, сказала. Ну, еще важный вопрос. Кто финансирует компанию, единственной деятельностью которой является написание новостей о праздниках и обеспечение богатой жизни дочери Путина? Пока не очень понятно. Все деньги, которые есть у компании Воронцовой, поступили им от клиники Сагаза. Эта клиника известна тем, что в ней лечили наемников из ЧВК «Вагнер». И там проходили обследования эскортницы для высших российских чиновников. Миллиарды оттуда пришли Воронцовой за услуги по информационному моделированию реализации проекта. Щедрость и вовлеченность в государственные дела клиники Сагаз объясняется просто. Среди ее владельцев был друг Путина Юрий Ковальчук и племянник Путина Михаил Шиломов. А после войны эту клинику и вовсе переписали на приближенных Марии Воронцовой, топ-менеджеров ее компании «Намека». Теперь за эскортниц и наемников отвечает она. С источниками доходов разобрались, давайте теперь посмотрим, где живет детский врач Мария Воронцова. После расставания со своим голландским мужем Йоритом Фассоном примерно в 2016 году Мария Воронцова нашла новую любовь – 28-летнего менеджера из Москвы Евгения Нагорного. О нем, кстати, было в свое время классное расследование, очень советую. Нагорный младше Марии на 3 года. Он учился в Московской финансово-юридической академии, работал
работал в таможенной компании, а затем в компании, производящей удобрения. Но после встречи с Воронцовой его жизнь пошла в гору. Он стал работать в компании «Новотек», принадлежащей путинскому другу Геннадию Тимченко, тому самому, который подарил Путину яхту Шахерезаду, и Леониду Михельсону, кстати, тому самому, который подарил Дмитрию Медведеву усадьбу в Плесе. Официальная зарплата Нагорного у путинских друзей весьма солидная – 760 тысяч рублей. Но даже такой зарплаты никогда бы не хватило вот для этой покупки. В 2020 году Нагорный обзавелся квартирой в одном из самых дорогих домов Москвы. Он купил 230-метровый пентхаус в элитном клубном ЖК Barclay Gallery в самом центре города. Застройщики называют его коллекционным зданием. В коллекцию входят 43 роскошные квартиры, архитектурой которых занималось британское агентство. До Кремля 10 минут пешком, до Третьяковской галереи – 1. Здание тематическое, везде какие-то отсылки к искусству. Уж не знаю, как можно писать такое о новостройке 2018 года, но утверждается, что история здания берет начало в 1911 году, во времена русских сезонов Дягилева. Всем жильцам выдают золотую карту Третьяковской галереи. Квартиры тут продавались с законченным ремонтом, который включал в себя потолки от 3,5 до 4 метров, дровяные камины и огромные окна в пол. А в особо роскошных квартирах даже есть собственные террасы. У дочери Путина, разумеется, квартира из таких. И стоит их с мужем квартира сейчас 800 миллионов рублей. Эндокринологу из Самарской области надо было бы работать для покупки такой квартиры 3030 лет. Это немало. Пентхаус за 800 миллионов – это, конечно, здорово, но для человека, в котором течет кровь Владимира Путина, это, конечно, сущая мелочь. Имеется же еще и дача на Рублевке, куда нас привел адъютант. Кто? Кто, спросите вы, адъютант? У Марии Воронцовой, официально не имеющей никакого отношения к Путину, есть, оказывается, собственный адъютант. Именно так Илья Базлов записан в телефонных книжках. Он заказывает еду для Марии. И в квартиру за 800 миллионов заказывает, и вот сюда, в коттеджный поселок Усово Плюс, дом 16. Минимум 11 раз заказывал. Вот этот дом на спутнике. Он находится в 160 метрах от резиденции Владимира Путина Новоогарева. Стоит этот дом около 400 миллионов рублей. В университетском чате Мария рассказывает своим однокурсникам про то, как она обожает путешествовать. Постоянно ездит. Псков, Валдай, Великий Новгород, Иркутск, Горно-Алтайск – направления все почему-то российские. Можно предположить, что за рубеж ей сейчас во время войны ездить как-то не очень безопасно. В целом это и есть изоляция и геноцид. Но зато вот за границу летает ее 11-летний сын от первого брака с голландцем Йоритом Фаассеном. Сына зовут Роман Йоритович Фаассен. 9 ноября 2022 года он путешествовал в Дубай. Мама с ним поехать не смогла, поэтому сопровождал его вот этот человек, Дмитрий Игнатов. Вот еще одна его фотография. Представляете, как повезло человеку. Попал на прямую линию Владимира Путина. Уникальный же шанс задать острый вопрос президенту. Но на самом деле, конечно же, Дмитрий Игнатов никакой не гость прямой линии. Он на работе. Игнатов – сотрудник ФСО, который много лет охраняет Владимира Путина. Ну и заодно возит его внука в Дубай. А здесь нет ничего необычного. Совсем скоро кандидат в президенты Владимир Путин опубликует предвыборную декларацию. Он вывернет карманы и расскажет нам о своих доходах, о своем имуществе. Покажет, что он нажил за 25 лет непосильного труда на должности президента. Разумеется, мы там не увидим ни Геленджикского дворца, ни флота из 6 яхт, а увидим прицеп «Скиф», автомобиль, ни его гараж, да 77-метровую квартиру. А еще мы там не увидим объяснения того, как так вышло, что Владимир Путин стал формально самым бедным человеком в своем окружении. Все вокруг него стали миллиардерами. Жена, новый муж жены, обе дочери, племянники, друзья, дети друзей, спарринг-партнеры по дзюдо, соседи по дачному кооперативу, ближайшие коллеги по КГБ – все обогатились. А у него, одного голодранца, 25 лет декларация, один и тот же прицеп «Скиф», да гараж несчастный. А еще от Путина мы не услышим, почему у него, так часто пугающего всех ужасным Западом, у него, воюющего с Западом,
Вся родня оказалась с этим Западом связана. Мария Воронцова еще совсем недавно там жила, когда была замужем за гражданином Нидерландов Йоритом Фассеном. В Голландии они владели 700-метровым пентхаусом за 300 миллионов рублей. У другой дочери вилла во французском Биаррице. А жена, как только получила развод, как угорелая понеслась скупать недвижимость по всему миру. Непонятно на какие деньги причем. То в Испании ее найдем, то в Швейцарии, то во Франции по соседству с дочерью. Вообще, прямо представляю себе эту трогательную картину. Вот сидит 11-летний гражданин Нидерландов Роман Йоритович Фассен на коленках у своего очень консервативного дедушки и слушает его рассказы про безбожную Европу, которая только и мечтает, чтобы Россию растерзать. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Это же травма на всю жизнь. Они сделали своим оружием тотальную русофобию. В том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России. Я сегодня рассказал вам только про одну дочь Владимира Путина. И только то, что мы нашли на поверхности, тянет больше, чем на 2 миллиарда. Мария Воронцова не выдающийся предприниматель. Она ничего особенного в своей жизни не сделала. Она просто врач, которой посчастливилось родиться в семье чудовищно коррумпированного президента. Родись она в любой другой семье, где-нибудь в российской глубинке, то получала бы свои 30 тысяч рублей, а придя в магазин, не могла бы поверить, что десяток яиц стоит уже 150 рублей. Так уж устроено. Либо у президента все родственники и друзья миллиардеры, либо врачи получают достойную зарплату. Вместе эти вещи несовместимы. Скорее всего, вы сейчас сидите и думаете, как же все достало, да когда же они наворуются или уж когда он там сдохнет. Такими вопросами мы все, признаюсь честно, задаемся периодически. Ответ на это, к сожалению, один. Без нашего участия ничего никогда не изменится. Вот сейчас Путин идет на новый срок. До выборов осталось около 2 месяцев, и лучшего момента, чтобы начать что-то делать, не придумаешь. Можно пошерить это видео знакомым или пошерить любое другое наше расследование. Можно принять участие в кампании «Россия без Путина» и выбрать себе любую комфортную активность. От звонков незнакомым людям до расклейки листовок и пересылки агитации по WhatsApp с призывами не голосовать за Путина. Можно зарегистрироваться в наших анонимных подпольных штабах. В общем, есть чем заняться, пока время осталось. Так что давайте мы с вами просто будем что-то делать, а не будем ждать, пока чудо само свалится нам на голову. Нет войне и свободу Алексею Навальному.